Макс весь светился от счастья. Самая лучшая в мире девушка согласилась стать его женой. «Мам, Милена, она такая клевая!» — кричал в трубку восторженный парень. «Ты просто не знаешь, скольких конкурентов я обошел!» «Алло, Максим, что значит обошел конкурентов? Ты что там, кастинг проходил куда-то? Что за бред?» «Мама, да какой кастинг? Она такая обалденная, веселая, красивая, умная, замечательная. Просто многие хотели встречаться с Миленой, а она меня выбрала. И я сделал ей предложение». «Что? Макс, какое предложение? Ты о чем? Тебе надо закончить университет». «Да закончу, мам». Родители Максима были люди состоятельные. Сам по себе он ничего пока не значил, но подавал большие надежды. Милена вычислила давно этого мальчишку, старалась попадаться ему на глаза, напустила таинственности на себя и добилась своего. Милена всегда знала, чего она хочет от жизни. И вот случилось. Макс сделал ей предложение. Теперь все в ее жизни переменится. Не будет больше безденежья, ломания головы, где взять денег, чтобы заплатить за съемную квартиру. Много проблем отпадет, очень много. Твой сын собрался жениться. Да, а не рановато ли? А ты сам у него об этом спроси. Я тебе говорила. Я говорила, что надо мальчика брать с собой. Нет, тебе надо сделать все по-своему. Тебе надо научить ребенка самостоятельности. Вот, пожалуйста, научил. Я не удивлюсь, если он сделает тебя скоро дедом. Ну, а тебя, соответственно, бабушкой дорогая. Успокойся, я тебя прошу. Успокоиться? Родители Макса в основном жили в Греции. Максу там было скучно. Здесь друзья, бабушка с дедушкой и теперь Милена. Родители на свадьбу не приехали. Прислали денег. Мама вяло поздравила, папа тоже поздравил. И сказал, что он, Макс, теперь сам хозяин своей жизни. Со стороны Милены не было никого, даже подруг. Ребята поселились у Макса. Милена оказалась прекрасной хозяйкой. У нее был замечательный вкус. Девушка любила живопись, литературу. Она начала водить Макса по выставкам, чего раньше мама никак не могла заставить его делать. И этим, конечно, покорила маму Макса. Также заставила Макса записаться в тренажерный зал, и жирок начал постепенно уходить. Этим Милена заслужила уважение папы. Макс закончил университет, устроился работать к папе в фирму. Молодые себе ни в чем не отказывали, жили, путешествовали. Милена занималась в своей мастерской, она полюбила работать с глиной и даже пару раз выставляла свои работы. У нее появились подруги, такие же, как она, с богатыми супругами, занимающиеся искусством. Кто-то писал картины, кто-то устраивал выставки. Милену вполне устраивала такая жизнь. Это все, о чем она могла мечтать, даже больше. Иногда она просыпалась в холодном поту, ощупывала себя, лежащего рядом мужа, открывала глаза, видела себя в своей любимой спальне и облегченно вздыхала. В тихой безмятежности прошло 5 лет жизни. Макс начал поговаривать о наследнике, да и сама Милена начала задумываться об этом. Даже свекровь пару раз заводила разговор о внучатах. Однажды Милена поехала на какую-то благотворительную акцию. Подруга уговорила. Несколько благополучных дамочек повезли подарки в детский дом. Среди них была и она. «Мама, мамочка, почему же ты так долго не приезжала? Мамочка, я узнала тебя. Бабушка умерла, а я... Меня забрали сюда. Мамочка, забери меня. Мне здесь плохо». «Девочка, я не твоя мама. Господи, да уберите кто-нибудь ребенка». «Мама, мама, это же я, твоя Полина. Мама, посмотри на меня».
Ах, простите, Милена Геннадьевна, вы, наверное, первый раз в таком месте. Совершенно неожиданно. Эта девочка, Полина, она к нам недавно попала, всего год. Жила с бабушкой, вернее, с прабабушкой. Та была уже старенькая, умерла. Вот Полиночку к нам. А где ее родители? А кто их знает? Мать пропала где-то. Полина говорит, она переправляла денежки им. Говорит, сначала приезжала, когда она маленькая была. Вот последний год было не слышно, но деньги переводят, а отец вовсе неизвестен. Полина тяжело перенесла перемены в своей жизни. Вы уж простите. Видимо, в детской памяти сложился образ матери, и она спроецировала на вас. Вы простите. А где теперь девочка? Не беспокойтесь, ее увели в комнату. Когда Милена шла по коридору, она слышала приглушенные рыдания и всхлипы девочки. «Это моя мама! Пустите меня! Это моя мама! Отпустите! Она просто не узнала меня!» Милена, не помня себя, выбежала на улицу. Всю дорогу ее трясло крупной дрожью. Подруга пожалела, что взяла с собой такую впечатлительную Милену. Она всю дорогу просила у девушки прощения. Ночью у Милены поднялась температура. Она металась в огне, звала маму, бабушку и какую-то Полину. 3 дня она провела в горячке, чем очень перепугала и мужа, и свекров. Когда Максим забрал жену из больницы, она вся как-то похудела, скулы стали ярко выражены. И несмотря на то, что жена только что вышла из больницы, Макс невольно залюбовался ей. «Стало еще красивее», — подумал он. «Макс, давай усыновим ребенка». «Дорогая, я давно тебе намекаю, что нам пора завести малыша». «Ты не понял, Макс. Я прошу тебя, я умоляю, давай усыновим ребенка». «Да что с тобой? И эта твоя поездка так на тебя подействовала? Птичка моя, какая ты у меня нежная». А Милена заплакала. Плечи трясутся, слезы градом. «Я прошу тебя, Макс, давай заберем девочку. Поверь мне, послушай меня». «Милен, я не против, но зачем? С непонятной генетикой, когда мы сами сможем родить нашего родного малыша». «То есть ты против?» Девушка подняла заплаканное лицо к мужу. «Ты никогда не согласишься, да? Ты никогда не сможешь полюбить этого ребенка, верно? Ребенка с непонятно, как ты сказал, генетикой? Конечно, у вас-то голубая кровь, а остальные так, плебеи». «Милен, что с тобой, милая? Ну хочешь, давай усыновим этого дурацкого ребенка? Что ты истеришь? Я не понимаю, что, черт возьми, такое?» «Она не дурацкая», — взвизгнула Милена. «Не дурацкая». Первый раз Макс с Миленой поругались. Она ушла спать в гостевую комнату и заперла дверь, попросив супруга не стучать. После этого случая Милена не заговаривала больше об усыновлении ребенка, но ходила задумчивая и с каким-то лихорадочным блеском в глазах. Она стала необыкновенно ласкова с Максом, постоянно целовала, гладила его и старалась прижаться, обнять. Прошло время, вроде бы все начиналось налаживаться. А потом она пропала, просто исчезла. «Так не бывает, Макс, заявляй в полицию, ты что?» «Мама, не надо в полицию, она объявится». «Да что такое-то, а? Максим, сынок, а вы не ругались?» Мама, да и все родственники успели полюбить Милену. «Мама, мы не ругались, я ее не обижал, но сколько можно повторять одно и то же?» «Надо, значит, искать. Девочка, возможно, попала в беду». «Никого не надо искать, мама». «Что значит не надо?» Она письмо оставила. Вот, нашел недавно. «Милый, дорогой, единственный, прости меня, прости и отпусти. Я люблю тебя.
но я должна уйти. Не ищи меня. Ты не поймешь. Ты все равно меня не поймешь и не примешь. Прости, я не могу иначе. Даю тебе развод. Спасибо за все. Я вас всех люблю. Ваша Милена». Она оставила кольцо и паспорт. «Ты что, вот так все оставишь? Сын, я не понимаю. Я ничего не понимаю, дорогой. Скажи ему, что это? Наш сын тряпка. Он не хочет бороться за свою любовь. Так не бывает». «Дорогая, успокойся. Наш сын никакая не тряпка. Успокойся. Оставь нас. Нам нужно поговорить». А Максим искал. «Знаете, не сочтите меня за сумасшедшего, но несколько месяцев назад к вам приезжали девушки, привозили вещи, игрушки. Так вот, тогда что-то произошло. Одна из девушек, с ней что-то произошло, какой-то случай. Может, она познакомилась с каким-то ребенком? Нет, не припомню. Извините». Максим не очень-то надеялся на результат, но все же это была зацепка, хоть и небольшая, но он опять ничего не узнал. «Молодой человек», к Максу подошла пожилая женщина. «Знаете, я просто при директоре говорить не стала. Я помню этот случай. Там девочка, Полинка. Ей показалось, что одна из благотворительниц – это ее мама. Дети, они все ждут родителей. Она, Полинка, тогда сильно напугала эту дамочку. Та выбежала на улицу, прям вся тряслась. А зачем вам это? А где эта девочка? А ее мама забрала. Представляете? Объявилась. Говорит, где-то за границей жила. Не могла приехать. А как звали маму девочки?» Женщина замялась. «Я отблагодарю. Я могу узнать. Приходите завтра, но не сюда, нет. К ресторану на площади». «Хорошо, я буду. Буду вас ждать. Завтра в 6 вечера». «Вот, все, что смогла, сфотографировала. Можете мне перекинуть?» Женщина замялась. Макс сунул женщине несколько пятитысячных. Та скинула на телефон мужчины сфотографированные ею документы. Он поблагодарил и пошел в сторону машины. «Стойте, подождите, я взяла фото матери Полины». Девочка с ним не расставалась, но так обрадовалась, когда ей объявили, что приехала мама, что забыла фотокарточку на кровати. «Вот, держите». Максим взял фото. На нем была ранняя весна, и юная девушка стояла под цветущей черемухой. Юная и улыбающаяся. Его Милена. «Кто же ты, Милена?» — думал Максим, читая в 100-й раз скупые данные. Лебедева Елена Федоровна. Елена, Лена, Милена. Целый год потратил Макс на поиски жены. Он хотел докопаться до правды. Кто она? Аферистка? Но даже кольцо обручальное оставила, не говоря уже о подаренных украшениях. Подруги ничего не знали толком. Да и какие подруги? Подумал Максим. Так, приятельницы. Они удовлетворились объяснением, что Милена уехала подлечить нервы в Грецию к родителям Макса. «Сын, тебе нужно поехать в командировку. Мы решили развивать новое направление. Как раз развеешься». «Хорошо, папа. Надолго?» «Ну, месяца на 3 рассчитывай. Это минимум». Неизвестный ранее город встретил морозом подполтинник, да таким, что в пределах нескольких метров ничего не видно из-за тумана. Холодно, но люди какие хорошие, думал вечером Максим, лежа в кровати и перечисляя все сделанное за день. У него привычка такая была – анализировать, что успел сделать, а что оставил на завтра. В памяти всплыло лицо ребенка. Почему-то запомнилась девочка. Она стояла на остановке, дожидалась автобуса. Максим проезжал мимо, и из всех стоящих взгляд выдернул именно эту девочку. Кого-то она ему напомнила. Ночью снилась Милена. Не та, которую он знал, а та,
что на фотографии. Маленькая, нежная, беззащитная. А еще девочка на остановке. Они как-то переплетались в его сне, жена и девочка. Утром болела голова, все тело было разбитым. Попив кофе, быстро собрался, прогрел машину и поехал в сторону работы, хотя было еще рано. Он стоял недалеко от остановки, на которой увидел краем глаза девочку из своего сна. Вот она опять. Яркий пуховик, шапка. Да, это она. Не замерзшая. Значит, где-то живет недалеко. Подошел автобус. Девочка пропустила всех, потом залезла сама. Стеснительная или ехать недалеко. Что ему нужно от этой девочки, Макс и сам не знал, но тронулся за автобусом. Так и есть. Через 2 остановки школа. Малышка выскочила из автобуса и, весело махая кому-то руками, побежала в школу. Зайти? Ну как? Сказать, что хочу ребенка устроить в эту школу? Вот присматриваюсь. Школа обычная, ни лицей, ни гимназия. Вряд ли поверят. Спросить у охранника про девочку в ярком пуховике, соврав, что ищет дочь, которую прячет от него жена? Спросить у директора, не приезжала ли примерно с год назад новая ученица по имени Полина? Вариантов много, но ни один не подходит. Весь день думал Макс про девочку. Он понимал, что шанс 1 на 100 миллионов, что это та самая Полина. Но даже если и та, даже если она выведет его на Милену Лену, и что дальше? Он не думал так далеко. Ему просто хотелось найти свою жену, найти и получить объяснение. А потом Максим заболел, чем переполошил подчиненных, а особенно испугалась Варвара, роскошная помощница Максима, цепким взглядом отметившая, что у мужчины что-то не то в личной жизни. Хотя всем было сказано, что шеф женат, но женщину не проведешь, тем более такую, как Варвара. Варя видела себя уже хозяйкой всего-всего, хотя Макс даже намека не дал на какие-то более теплые, чем рабочие отношения, а тут прям вовремя заболел. По сути, дело обычное – акклиматизация. Где-то хапнул холодного воздуха, но Варвара развила бурную деятельность по спасению Максима Георгиевича. Макса положили в отдельную палату. Ночь он провел хорошо, еле выпроводив назойливую помощницу, которая хотела остаться ночевать в палате, мало ли что. Ну, девушка, как там ее, Варвара. Утром стало вроде бы легче. Ночная медсестра поставила укол. А потом пришел доктор с обходом, и с ним Милена. Он еле как дождался, когда они уйдут, чтобы привести мысли в порядок. На лице девушки была маска, но он узнал ее. Узнал бы из тысячи, из миллионов женщин. В глазах испуг и обреченность. Она пришла, встала у кровати. «Здравствуй, Максим». «Здравствуй, Милена или Лена? Я не знаю, кто ты по-настоящему». «Меня Лена зовут». «А как же паспорт на Милену? Наша свадьба? Все фальшивка?» «Нет». Девушка покачала головой. «Я меняла паспорт и имя, фамилию, отчество. Все официально. Тогда я была Милена. И свадьба настоящая была, и чувства». «Когда ты мне собиралась рассказать о ребенке? Ведь это твоя дочь». «Да, Полина моя дочь. Я любила ее отца, прости, детской любовью, безрассудной. Я с бабушкой воспитывалась. Отец ушел от матери, когда она была мной беременна. Мать тоже бросила меня на бабушку. Я, когда Полинку родила, дала себе слово, что сделаю все, чтобы мой ребенок ни в чем не нуждался. Тот, от кого родила, он пригрозил мне, чтобы даже не смело соваться. Я уехала в Москву, думала, заработаю денег и заберу дочку с бабушкой. Господи, моей зарплаты медсестры еле хватало, чтобы заплатить за койку
в комнате с 6 такими же. И тогда девочка, знакомая, предложила мне танцевать. Ничего особенного. Танцевать на сцене в ночном клубе. Но платили раза в 4 больше. Я смогла снимать уже сама комнату и отправлять бабушке с дочкой денег. Потом я поменяла имя, встретила тебя. Я собиралась сказать, но не знала как. Я ведь понимала, что твои родители, твои родственники, друзья, что они не примут меня. Я не знала, что делать, и пустила все на самотек. Когда ты уезжал в командировку, я ездила к дочке с бабушкой. Я их перевезла поближе. А потом все реже смогла выбираться. Я не знаю, как так получилось. Я виновата перед Полинкой. Дочь попала в детский дом. Ну а дальше ты знаешь. Я сначала хотела, чтобы мы усыновили Полину, а потом поняла, что не могу больше жить во лжи. И ушла. Вот так. Ты не думай. Я не пытаюсь вызвать жалость. Я просто хочу, чтобы ты знал, как все было на самом деле. Я не прошу прощения. Я знаю, мне нет его. Я знала, что ты будешь все равно искать меня. У меня не хватило смелости во всем признаться. Забрав Полину, я какое-то время жила в домике, который покупала им с бабушкой. Ты не думай, это не на твои деньги. Это то, что я заработала от выставок, от поделок. Для вас это смешные деньги, для нас, простых людей, хорошие. Потом, продав домик, мы уехали с дочкой сюда. А на днях она рассказала мне, что какой-то дяденька на большой машине следит за ней. Я очень испугалась, уже собралась опять сбегать, потому что по описанию дочки я поняла, кто этот дяденька. Милен, прости, но мою жену зовут так. Ты такого плохого мнения обо мне? Почему испугалась? Я что, зверь? Схвачу, убью, заточу в клетку? Мне было стыдно. Прости. Мамуль, а кого мы ждем? Одного очень важного человека. Однажды я обидела его, как и тебя. Мамочка, ты меня не обидела. Просто так сложились обстоятельства. Ты самая лучшая мама на свете. Я тебя люблю. И я тебя люблю, моя малышка. Звонок в дверь прервал объяснение в любви мамы и дочки. Ой, это мне? Мамочка, смотри, какой огромный медведище. Прям как настоящий. А вы кто? Вы мамин брат? Как? А разве тебе мама не сказала? Ах, она проказница. Я твой папа. Папа. Голос у девочки охрип. Мамочка, у меня есть папа. Так это ты за мной следил? Я. Ну почему ты не подошел? Я боялся, дочь. Очень боялся. А теперь? А теперь ничего не боюсь. Единственное, боюсь потерять вас. Но мы же больше не потеряемся. Правда, мама? Мамочка, ты плачешь? Смотри, смотри, как хорошо, мама. У меня теперь есть и мама, и папа. А спустя 3 месяца родители Макса приехали и ждали дома. Нет, но это невыносимо. У нас приезжает внучка, а ты шары не можешь надуть. Дорогая, у меня кружится голова. Для этого есть специальные люди. Нет, вы посмотрите на него. Специальные люди. Дуй давай. Да дую, дую. А почему так пахнет коньяком? Что такое? Не знаю. Может, сосед пил. У него нет еще внуков. А у нас вот есть. Да? Ага, точно сосед. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.